Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. С вами, как всегда, Катя. И в сегодняшнем видео я расскажу и покажу, как сделать такую пасхальную композицию и кашпо в виде кролика. И начну с изготовления кашпо. Для основы я взяла небольшую картонную коробочку от кружки. И из гофрокартона вырезала 4 одинаковые заготовки кролика. Его шаблон вы, как всегда, найдете в описании. Размер моего кролика 17,5 на 20 сантиметров. Конечно же, размер шаблона нужно подбирать под свою коробку. Для того, чтобы сделать имитацию дощечек, продавливаю ручкой по направлению гофры. Я делаю их все одного размера. Так, на мой взгляд, будет выглядеть аккуратней. Боковые части коробки точно так же заклеиваю картоном. Можно клеить их цельным куском или несколькими. Точно так же продавливаю более узкие полоски. Склеиваю по 2 заготовки между собой, чтобы придать картону прочности. И приклеиваю с обеих сторон коробки. Чтобы сделать имитацию дерева, буду использовать акриловую готовую шпаклевку. Если вы хотите выровнять поверхность, то можно наносить шпаклевку старой пластиковой картой. Я же наоборот хочу добавить фактуры, поэтому распределяю ее грубой кистью по направлению дощечек. Из бороздок забившуюся шпаклевку вычищаю зубочисткой. И шпаклюю всю остальную поверхность. Особое внимание уделяю торцам, чтобы закрыть срезы картона. После высыхания немного зашкурила поверхность, чтобы убрать крупные неровности. Я хочу добиться эффекта старого, многократно перекрашенного дерева. Поэтому в качестве подложки наношу темный цвет. Черную краску смешала с терракотовой. Специально не смешивала до однородности, чтобы оставались более светлые разводы. Теперь наношу светлую краску. Как видите, у меня кисть не совсем сухая. Я хочу, чтобы она не только подчеркивала фактуру и неровности, но также оставляла более четкие мазки. Точно так же наношу нежно-розовую краску. Я решила, что еще розовый не помешает. Краска сама по себе не плотная и полупрозрачная, поэтому сквозь нее будут проглядывать нижние слои. Можно еще дополнительно состарить заготовку, если пройтись по краям наждачкой. Для того, чтобы закрепить цветы в кашпо, вырезала кусочек пенополистирола и обернула зеленой гофрированной бумагой. Сегодня впервые буду работать с бумагой. Это совершенно новый для меня материал, и до этого я делала цветы только из фоамирана. Поэтому я сегодня буду делать самые простые цветочки, которые каждый сможет повторить. Вырезаю квадраты 3 на 3 сантиметра. Не обязательно вымерять линейкой с точностью до миллиметра. Если они даже и будут немного отличаться, ничего страшного. Начну с изготовления тычинок. Немного растягиваю квадрат, складываю пополам и нарезаю бахрому. А верхушку немного скручиваю между пальцев. Для лепестков также чуть-чуть растягиваю квадрат и складываю втрое. Придаю лепестку каплевидную форму, при этом оставляю внизу небольшую тонкую ножку. И для чаши листика мне понадобится полоска шириной 3 см
И у меня длина 10 сантиметров. Складываю втрое и вырезаю заостренную форму листьев. Растягиваю каждый лист посередине, придавая ему изогнутую форму. На конце проволоки загибаю петельку, для того, чтобы цветок не соскальзывал с нее. Ну и теперь приступаю к самой сборке цветка. Скручиваю бахрому вокруг проволоки. Сначала приклеиваю лепестки друг напротив друга. А второй ряд в шахматном порядке. На каждый такой цветочек нужно по 8 лепестков. Отрезаю от получившейся ленты по 3 листочка и приклеиваю чашелистик. Еще хочу показать немного другой, еще более простой вариант. Взяла полоску бумаги 3 на 20 сантиметров. Вы можете взять другие размеры, чтобы сделать цветок более или менее пышным. Складываю ее в несколько раз и вырезаю округлые лепестки. Каждый лепесток растягиваю посередине. И складываю сначала так, чтобы лепестки смотрели друг на друга. И также подклеиваю остальную часть. Теперь просто собираю получившуюся ленту гармошкой и вклеиваю проволоку. Чашелистик на этих цветах будет такой же точно, как и в предыдущих. Для роз я взяла уже другой, более яркий розовый цвет. В рулонах бумага отличается заметно, но, к сожалению, в готовых цветах это не так видно, особенно на камере. Отрезала 2 полоски шириной 4,5 и 5,5 см, а длиной 20. Складываю более узкую полоску в 4 раза и вырезаю округлые лепестки. Все точно так же, как и для предыдущего цветка. И точно так же растягиваю посередине. А вторую полоску разрезала на прямоугольнике 5,5 на 2,5 см. Скругляю верхнюю часть, а низ оставляю плоским. Растягиваю посередине, а край закручиваю наружу. Начинаю сборку точно так же, просто накручиваю лепестки вокруг проволоки. После этого приклеиваю крупные лепестки. Приклеиваю только с самого низа, чтобы они не плотно прилегали и их можно было расправить. Первый ряд клею внахлёст, а следующий в шахматном порядке. Всего понадобится 8-9 таких лепестков. И осталось сделать чашелистик. Складываю полоску в 3 раза и вырезаю острые тонкие листья. Также растягиваю посередине и верхушку закручиваю. Теперь от этой полоски отрезаю по 4-5 листов и приклеиваю к самой розе. По бортикам я хочу добавить сизаль. Собирать композицию начинаю с бумажных цветов. И добавляю готовые маленькие пионы. Большую веточку разбираю на несколько коротких.
Размещаю цветы не впритык друг к другу, а оставляю между ними зазоры. Можно было бы сюда еще добавить какого-нибудь пасхального декора, например, пенопластовые яйца или украсить композицию ягодками. Но мне уже очень нравится результат и не хотелось бы перегружать композицию. Ну и на этом сегодня все. Мне будет очень приятно, если вы поддержите это видео лайком и комментарием. А также, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то можете сделать это прямо сейчас. И также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Следующее видео выйдет уже очень скоро.